Коляна. Омлет микс, девочки, кстати, с двух сторон обжариваю с овощами. Яйца мы сегодня взяли. Я вчера смотрела у немцев. Я взяла перчик, не знаю, Коля говорит, не бери. Сосиски, он колбаску, сыр, ну, культурный. Из города Мариинский Посад Республики Чувашия. Булочки и вот эти очень вкусные слоенки жареные. Чай, сок. Это Колян себе взял. Это мне. Коль, приятного аппетита. Посмотри на меня сюда, в камеру. Все нормально? Нормально. Куда ты пошел, блядь? Зачем сумки? Пойдем туда. Какие сумки ты тут оставишь? Шляпу кто-то потерял, лежит в песке. Сумки. Оставит здесь сумки, а пойдет купаться. О, царя небесный. Марпаса, это нельзя оставлять. Она приходит, уходит, короче говоря. Да, пошел, блядь. Все нервы измотал, блядь. С ним никакого отдыха нет временами. Смотрите, как укорал, девочки. А здесь будет купаться, отдыхается. Коль, сумку принеси сюда. Поменьше лежи на солнце, побольше купайся в воде. Я все понимаю хорошо. Невозможно, блядь. Коля, на солнце сейчас нельзя, время уже. Вот сюда надо, вот сюда положи, вот здесь надо на воде находиться. Куда ты пошел? Будешь слушаться, блядь, как дам пинка сейчас. Ой. Яхты сегодня поехали. Катаются. Вот куда надо соленый Мариинский Посад Республики Чувашия. Орет, блядь. По-другому, но хочет по-своему, блядь. Нет, будет по-моему. Как я сказала. Вода вообще ушла, посмотрите. Какой некрасивый берег стал. Время полдень. Воды нет. Вот все же я хочу сказать, да. Вот этим вот насекомым-то, ну, вот этим тварям, водянистым тяжело приходится, да, девочки? Сколько погибает живности. Она уходит. Вода.
и Колян идет. Стилягу, блядь. Стилягу, я не могу, меня смешит, блядь. Стильный парень идет. Это вам не хухры-мухры. Все не просто так. Какое небо! Ни одного облака. Ты куда пошел-то? А, там кораллы. Что, Колян, рыбки? Вон рыбки маленькие. Вода теплая. Все, пиздец. Перед вами спортсменка комсомолка.
Всем доброго дня. Лежим, отдыхаем. Я сегодня засняла вам, кусочек утра, где мы завтракали, и все. Потом, не записывала. Время сейчас у нас 19 часов уже вечер. Еще вот солнце в зените. Вот, а мы целый день на свежем воздухе. Пришли домой. Лежали, в море, лежали, потом уходили. Мы не ходили, мы вот позавтракали. Что мы делали? Пошли на море. Пошли до моря. Часов, наверное, где-то в 10 утра. Там лежали. Потом где-то в час мы пошли там, да, в час. Нет, в 2. Покушали картошки. Нет, мы даже вышли с моря где-то в час. Лежали в море все. И где-то лежали часа 2. Поели картошки с рыбой во фритюре. Попили колы. Сказали же колу пить, девочки. Хотя смысл с этой колой. Целый день было все хорошо. Вечером пришла то же самое. Поняли чего. Ну и ладно, пройдет. Вот. Теперь поели картошки, покушали, с рыбой. Сейчас пришли, я говорю, Коля, а время? Мы пришли часов 6 где-то, в 6 часу приняли душ и легли. Я говорю, пойдем, что ли, Слава? Я есть ничего не хочу. Говорю, пойдешь, что ли? Он говорит, нет, я ничего не хочу. У нас есть это фрукты, яблоки, мандарины, апельсины. У него еще бананы есть. Я вообще ничего не хочу. Идет и говорит, я что-то не загорела. Почему у тебя ноги черные, а у меня ноги белые? Ты посмотри, вот ты сегодня на меня футболку одела, вот эту простую футболку хлопковую, да? Задирать, ты посмотри, я теперь весь белый. Белый. Вы посмотрите, он весь белый лежит. Это что такое? У него уже здесь шелушится, уже облазит кожа. Я говорю, ты дурак, да? Ты дурак, что ли? Ты как вареный рак весь. Я говорю, у тебя белая кожа-то, у меня смуглая кожа. Я говорю, не сравнивай хер с пальцем. Вот пойду на работу, что мужики скажут? Ты скажешь, не был в Египте, врешь все. Я говорю, Коля, я говорю, что за глупость, говорю. Он у тебя, загар какой. Это что такое, говорю. Куда еще, ты, говорю, ты хочешь как быть негром, у тебя просто кожа слезет щелком до мяса. Я говорю, глупости не болтай. Пришли домой, разделся, обнажился весь, встал перед зеркалом. Где задница, конечно же, где шорты были, где затрано там тоже все красное, а там, где закрыто-то, там у него белое. Я говорю, видишь, есть разница. Да, есть разница. Я говорю, тебе еще куда чернее-то, говорю. Я говорю, ты глупости-то не болтай, говорю. Уже весь изжарился. Футболку я его сегодня заставила с утра одеть, потому что через сетку все равно попадает солнце, даже и хоть солнце тут такое, конечно, вообще. Хоть и мажешься ты там кремом, чем. Вот. Я говорю, нужно защищаться. Я говорю, уже сгорел. Я говорю, сейчас у тебя ничего не болит, потом заболит, будешь плакать, потом, говорю, в ожоговый центр еще, не дай бог, попадешь, говорю, не на работу. Завтра пойду в сетки, а завтра мы поедем уже на экскурсию в море, я говорю, ты что, дурак, что ли, там надо вообще быть закрытому. Там, тем более же вода, и когда на море, вы знаете, да, от воды, от зеркали, это вообще там жопа, я не знаю, куда там спрячусь. Там вовнутрь можно зайти. Вот, его заставлю. Я говорю, ты что, дурак, что ли? У меня голяшки тоже, кстати, щипят. Вот сзади голяшки. Вчера жопу щипала. Болтки. Сегодня голяшки щипят сзади.
Я хочу сказать, девочки, здесь очень хорошо. Вот сегодня познакомилась, короче, не я, со мной познакомился мужчина, там раздает полотенце. Он меня позвал, иди, говорит, сюда, иди, присядь, говорит, на стульчик, посиди со мной, поговори, говорит. Я показала вчера им YouTube-канал, другой там этот помоложе подходит такой, говорит, вот такой, говорит, у тебя канал, там туда-сюда, там все очень понравилось. Он говорит, стал спрашивать этот, который полотенце раздает, откуда ты, туда-сюда. И я рассказала, что с Волги, между Казанью и между Москвой, Москва, Чебоксары, Москва, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань. Он говорит, а я знаю Самара, говорит, на Волге, говорит. Я говорю, откуда вы знаете? У меня, говорит, была, говорит, это любовь моя. 10 лет тому назад сюда, говорит, приезжала девушка. И у меня, говорит, она была, говорит, это моя любовь, она в сердце. Потом он мне рассказал, где он родился. Ну, не здесь, в Хургаде, а тут еще недалеко от Хургада есть город Измир. Девочки, я не помню название, врать не буду. Хорошо разговаривает на русском языке. Ему 42 года, но он выглядит постарше почему-то. Ну, наверное, потому что такой вот смуглый, черный. Вот, очень такой, разговаривает хорошо. Он говорит, я научился здесь, работаю 22 года здесь, на пляже, говорит, в отеле работаю. Я говорю, вы только полотенца раздаете, какая балдевая работа? Нет, говорит, мы спасатели, мы и уборщики, и полотенца раздаем. У нас, говорит, 14-часовой рабочий день. 14 часов работаем, месяц. Неделю дома отдыхаем, говорит. В Хургаде у него квартира. Там у него жена, 2 детей. Я не спрашивала, с какого возраста. Вот, машины у него нет. Тут, говорит, представляет, у нас, говорит, свой ресторанчик, говорит, есть, где рабочие все питаются. Все так же вкусно кушаем, говорит, мы здесь. Ну, блядь, работа тяжелая, оказывается. Я думала, тут каждый своим делом занимается, а нифига. У нас, говорит, особенно, когда вот эти отливы, заливы, тут же чистота идеально, они за всем следят. Вот окурки валяются, да, уже вот чуть-чуть там покидает окурки, уже человек ходит собирать эти окурки. Чтобы так валялось, там ничего там, никто тебя не будет ругать там, или еще кого-то, да. Все это уберется сразу. Вот. Идет там, например, лошадка или верблюд. Сходили в туалет, ну, на пляже. А человек, который ведет этого животного, у него пакет. Он сразу туда все складывает, все убирает. Потом, где верблюд лежит, там тоже все это специально вот этим веничком, там так вот все вздыбливается, вот эта вся пылюка вот это с песком. Ну, чтобы вот это вот все там затоптанного не было. Тут очень чисто. Вот эти вот кокосы, что ли, как они, вот эти пальмы кокосовые, они все постриженные. Вот. Ну, конечно, тут вообще очень презентабельно, что говорить. Я спросила, куда у вас канализация сливается? Он говорит, я говорю, море, что ли? Я говорю, у нас вот в Черноморье, говорю, вдоль побережья, вот гостиницы стоят, все в Черном море сливается. А тут, я говорю, у нас, говорит, да вы что, говорит, если у нас такое будет, у нас в тюрьму, говорит, хозяин на отеле посадят, говорит. У нас такого нет, там специально куда-то, он мне там объяснял, типа, как они называются-то, очистные, ну, типа очистные, там куда-то в другое место вообще уходит. У них в море не сливается ничего. У нас, говорит, нельзя в море сливать. Вот, у нас, говорит, прям до тюрьмы, говорит, у нас очень строго, он там говорил, там, Ахамед, Мухаммед, я не знаю, там вот это все, вот это все, вот это все. Что очень строго, что-то такого не должно быть, не положено. Вот. Потому что, как, говорит, можно так, я говорю, как это так? Я думаю, это нормально. Говорю, у нас в порядке вещей. Ну, у нас в порядке вещей, что я могу сказать? Что я? Я думаю, что везде в порядке вещей. Я человек-то маленький. Раз у нас, значит, везде так. Оказывается, нифига. Я вам показала море, какая вода чистая. Она вся такая, знаете, вообще. Ну, что вот мои соответствующие выводы. Конечно же, Красное море, это, ну,
Я уже говорила, среди 3 морей. Самое лучшее. Я на Волгу уже не хочу купаться. Не хочу. Вот правильно мне говорили: Оля, ты один раз, говорит, съездишь на Черное море. Мне кто-то говорил несколько лет тому назад. Или в интернете, или в реальной жизни, я не помню. Года 3 тому назад. Один раз ездишь на Черное море, ты, говорит, на Волге не захочешь купаться. А если ты, говорит, съездишь на среднее, как это, ну, вот в Турцию слетаешь, ты, говорит, не захочешь на Черное море ездить, говорит. Если ты на Красное море съездишь, ты не захочешь. Это правда, правда. В Турцию меня вообще не тянет. Потому что там хорошо. Нет, я ничего не могу сказать, что тут там хорошо, вот здесь плохо, туда-сюда. Нет, там тоже хорошо. Но у человека сейчас где лучше, рыба где глубже. По мне вот климат, а тут очень сухой климат. Там, конечно же, влажно. В Сочи тоже влажный климат. Здесь сухой климат. Мне климат очень нравится. Вот. Он говорит, зимой у нас 25 градусов. 25. У нас, говорит, всех лучше приезжать, говорит, в октябре. Сейчас, говорит, жарко. Вода горячая. Вот представляете, у берега какая вода? Вот это прям от берега. Днем вода. Утром она где-то 28 градусов. Утром 25, 28. А днем часов 12, вот в обед, да, у берега, вот прям от берега, и метров туда 500 вот так вот. Там мелко вот это по колено, можно по бедра, да, идешь. Где-то по колено, где-то по икры, где-то по бедра опять. И стоит, ну, я не знаю, она кипяток прям, ну, как горячая вода. Я не знаю, градусов, наверное, 50-60. Я такого чуда никогда не видела. Никогда не представляла, что такая может быть на море горячая вода. В водоеме. Колян говорит, ты хочешь на Волгу идти? Он говорит, нет, я не хочу, говорит, купаться там. Фу, говорит, там воняет. Там грязно и воняет. Но он вообще такой этот. Он и не купался часто-то на Волге-то. У него все время нет. Какой здесь воздух? Что говорить? Воздух. Прелесть. Нет, здесь хорошо, хорошо. И вот он говорит. А сейчас, говорит, солнце, оно как в зените, ну, типа стоит, да? И солнце горячее, и вода горячая. А осенью, говорит, будет воздух не такой горячий, говорит, и вода будет у нас, говорит, это. У нас воздух теплый, и вода немножко попрохладнее будет, говорит. Самый раз, говорит, это в октябре. Дядечка очень такой, ну, общительный. Он говорит, я здесь научился, говорит, в школе он как не учился иностранным языкам. Учился он в этом, как его, знает он английский, ну, все вот понемногу, немецкий. Я говорю, боже ты мой. Также с людьми, говорит, общаюсь и запоминаю. 22 года вот тут все работает, конечно, запомнил. Вот, общительный, девчонки, такой общительный. Улыбается. Что-то болтали, короче, так. Обо всем. Обо всем и ни о чем. Вот. У тебя, говорит, кожа, говорит, такая же, как и моя, говорит, кожа. Одинаково. Он, Колян, видите, белая полоса. Вот надо теперь вот так вот поднимать руку, чтобы он здесь загорел еще. Вот тут, вот, мышечка у нас должна еще загореть у него. Я говорю, Колян, сними, говорю, трусики, говорю. Давай, говорю, ты без трусиков позагораешь, говорю. Че, говорит, я дурак, что ли, говорю? Чтобы, говорю, самая писечка загорела, была черненькая. И попочка черненькая. Ну, я просто шучу, ну, надо же пошутить. Не надо воспринимать меня прям это все за чистую монету. Я могу же и пошутить, и все такое. Имею полный право. Смотрите, ну, да я покажу, только покажу. Вот так вот покажу, вот так. Видите, как загорел? Видите? Вот его цвет, а вот сейчас какой стал. Ну как это? Что, блядь? Разницы нету, что ли? Ну нифига себе. Куда еще? Куда еще? Артист. Только трусы снять еще осталось. Больше нечего ему снимать тут. Я ему говорил, в трусах в этих купайся. Нет, говорит, я не буду в этих трусах купаться. Все, будет в песке, туда-сюда. Ай, что хочет делает. Короче, мы уже сейчас не обедаем. Как его?
Не ходим в ресторан. Мы один раз ходим в ресторан, девочки, утром, и все. Вот первые 2 дня пожрались до блювотины, до поноса. Все уже и есть не тянет. Я не хочу. Вечерами вообще, если хочу. Мы иной раз 1 раз едим, а иной раз 2 раза едим. И все. Не тянет, девочки. И уже мало чего не ели, и вообще. Уже нажрешься, уже ничего не тянет. Уже а мне не тянет, я говорю, уже все уже. Назад идет. Тут специально, может, так кормят, чтобы мы не объедали. А то, блин, такие, как мы, приедем, да, тут все пожрем, что останется другим. Ну, не знаю. Умора. Что-то еще хотела сказать. Ой. Я говорю, ты, главное, давай утром не проспим, говорю. Будильник поставь, говорю. Утром мы в столовую не пойдем. Я ему сказала вечером, давай возьмем булочки. Он говорит, в 7:30 столовая открывается, а нам надо быть на пляже в 7:50. Уже в 7:50. Мы просто не успеем покушать. Может быть, забежать с утра, пойти в столовую и сходить за булочками. Часов в 7 пойду, наверное, я с ним. Булочки возьмем. Ну, хотя бы булочки, да. И чай. А на теплоходе кипяток возьмем. Ну, там, может быть, и будет, я не знаю. Они сказали, там будут 1 раз кормить. Но все равно мы не завтракали. Надо что-то это... Я хотела булочки с вечера взять и выпечку. Чтобы утром прийти на теплоход, попросить, чтобы скипятили кипяток, и чтобы чай попить. Просто с булочкой. Потому что мы не успеваем, девочки, покушать. Я ей говорю, яички возьмем вареные. Не хочу яички! Яички я не хочу. Яички он не хочет. Умора с ним. Домой он не хочет. Нет. Я ему говорю, надо, наверное, было 7 дней брать. А чё вот у человека, да, у него одна работа, вот так, с одной стороны. Он говорит, нет, 7 дней мало, 20 надо, говорит. Ты вообще дурак, что ли? Правильно. Что у него? У него забота одна, у него работа. У меня заботы. Ну, сами знаете. Мне сейчас надо приехать. Во-первых, нужно убраться в квартире. Вот. По-любому. Готовка, уборка. Потом, а у меня и желудок проверять надо. Потом с мамой. Тоже вот эти все обследования, да. Вождение, блядь, экзамены. У меня что? У меня куево-кукуево. Делов-то. Он что, он приедет? Свет в окошке. Помылся, подмылся и на работу. Собрать его надо на работу. Еду надо ему все сделать, это приготовить надо. Ну да, он там поможет, почистить что-то, что там надо почистить-то. Овощи я имею в виду. Готовить же надо мне. Стирка, наверное, там накопилась. Вот. Ну, знаете, что у нас у женщин? Чем дольше отдыхать, тем больше работать надо. Чем больше работать, там собирается, блядь. А что, не так, что ли? Вот мне девчонки пишут на ютубе. Оля, да ладно, отключи мозг, не иду. Да нифига, что мне отключать мозг, я просто знаю. Чем я больше отдыхаю, у меня тем больше работы дома. Она копится с каждым днем. Там пылюки, наверное, вообще. Там меня Владка же не будет приходить протирать. Там мама не горюй, блядь. Мне даже страшно представить. Вот. Караул. Приеду сейчас, как говорится, это с новыми силами. А он что, собрался и на работу, с работы домой. Придет, опять будет сидеть в игрушки играть. Что ему индийские фильмы смотреть? Ой, конечно, ему лафа. Вот, народ, меня знаете, что удивляет? Меня удивляют люди, хочу сказать, почему-то взяли в последнее время привычку такую пугать бумерангом. А почему вот эти люди сами не боятся бумеранга? Люди немножко, я хочу тоже сказать, что ли, свое мнение, можно так сказать. Вот я кто?
для вас. Я ваш блогер. Веду влоговый канал для всех. Не надо, я попрошу. Давайте не будем переходить на личности. Я с вами не перехожу на личности. И вы ко мне, пожалуйста, не переходите. Вы мой зритель. Я вам не подруга, не родственница. Потом, но совершенно посторонний человек. Вы меня смотрите в своих мониторах, в телевизорах, в телефонах, об айфонах. Смотрите. И радуйтесь жизни своей. Моей можно со мной совместно радоваться. Можете совместно со мной печалиться. Оно как-то глупо и нелепо. Когда переходят на личности, да, и представляют себе уже не знаю чего. Кумира себе создают. Ну что за ерунда такая? Вот, например, говорила, да, насчет, вот хочу сказать, насчет этой, как ее, Павловна-то, Павловна. Где она у нас? В Рутубе. Она мне, значит, вот это вот Елена Павловна. Угу. Умора. Вот просто я не знаю. Я совершенно, я вообще этого человека не знаю, да. Написала мне в комментариях свой номер телефона. Оле, позвони и удали мой номер с комментариев. Я уже рассказывала об этом. Я позвонила, удалила номер. Мы с ней так, ну, обменялись общением туда-сюда, да. Ну, как бы она представилась, там вкратце рассказала о себе, где она живет и все такое. Не будем вдаваться в подробности, неважно. И все. У меня на этом, с этим человеком дружба закончилась. Она остается моим зрителем, я ее блогером. Почему-то этот человек подумал иначе. Почему-то, значит, она захотела властвовать надо мной и меня троллить. Что за ерунда такая? Значит, этому человеку положено, да? А я в ответ ответила в своем видео, да? Вы слышали все. Свое мнение на ее троллинг. Я ее не обсирала. Я констатировала факты, что человек меня троллит. Где тут обсер был? Все извернула, все перевернула. И она мне сейчас пишет, комментарий оставила на Рутубе. Обосрала на весь белый свет. А где я обосрала-то? Значит, ей можно меня троллить. Совершенно посторонний человек, блядь, мой зритель обосрала. И почему сразу переходит на личности? Я что тебе? Подружка, соседка, лягушка. Вообще, кто такая? Ага. В кавычках приятный обзор моей персоны. Еще и имя, отчество, оказывается, фальшивые. Ну, ты мне паспорт не показывала. Особенно после реанимации эту услышать. Мне все равно, где ты там лежала или что-то делала. В реанимации, не в реанимации. Во-первых, я не в курсе, где ты там и что с тобой. Я не ясновидящая. Вот. А во-вторых, кто дал право меня троллить? Троллят тебя, подружка моя, фанатка моя, меня. Еще себе одного врага нажила, блядь. Так другом она мне никогда не была. Блядь, ну мне вообще вот таких вот собирается сборище у меня уже. Я вообще фигею. Она будет обо мне теперь до конца дней своих помнить. И я-то ее забуду завтра же или сегодня уже вечером. А она будет помнить. Я же ее кумир. Дурдом. Троллят тебя другие. Почитала комментарии на других каналах.
Да и мне писали. Все в этом духе. Злая ты. Бумеранг никто не отменял. Другого выбора нет, как отписаться. Злая я или добрая? А какая разница вообще? Кто этот человек мне? Совершенно никто и звать никак. Троллят меня там на других каналах. Я не лажу по другим каналам и не знаю, что там обо мне пишут. Мне никто ничего не докладывал. А в-третьих, мне вообще без разницы. А в-четвертых, почему я должна, блядь, для всех быть конфета в золотой обвертке? Кто такие вообще? Блядь, я вот сижу, лежу и думаю. Придумали себе кумира, да. Перешли на личность, а я вообще об этих людях не думаю. От слова совсем. У меня своя жизнь. А у вас что, нет своей жизни, что ли? У тебя есть семья, у тебя есть своя там работа, блядь, муж, дети. Что сидишь-то? Что ты меня троллишь? Что ты ко мне пристала-то вообще? Я пишу ей. Твои же речи тебе на плечи. Ну, я же должна что-то ответить. Только нет, она мне рот затыкает. Ну, отписалась, пишет. Обосрала ты, обсёрщица. Значит, тебе на плечи. Или на задницу. Ну, это нормально, взрослая женщина. Это нормально, а? Это же ненормально. Ну, конечно же, я ее просто занесу в черный список. Вот и поговорили. И пойдет вот этот человек, да, я что хочу сказать, потому что таких у меня было не она, не первая, не последняя. А за всю эту практику, вот это вот блогерство, их множество, они там где-то, да, где-то на каналах, аналах, мне вообще без разницы. Они кучкуются, находят друг друга, как вот эти змеи, начинают кишить и обсирать меня. Сначала они лезут без мала в жопу, предлагая типа дружбы. Потом я с ними не хочу дружить-то. Я не хочу с этими вообще дружить-то. У меня есть с кем дружить. Я уже рассказывала, кто у меня есть из подруг. Я не хочу с ними дружить, навязывается, блядь. Все, я с ними не дружу, блядь, бумеранг ко мне какой-то прилетит. Да как бы к вам не прилетел этот бумеранг-то? Чего вы ко мне пристали, приебались-то, блядь? Ну вообще, дикость какая. Какая дикость. Что я плохого сделала этим людям? Я просто не хочу с ними дружить, блядь. Они меня будут троллить, а я должна с ними дружить и молчать. Чтобы бумеранг не прилетел. Ну, здрасте, жопа, Новый год, а? Что за базарные колхозные бабки собираются возле меня? Я еще раз повторяю, я уже и забываю. Я вот тех-то забыла давно, теперь это. И главное, знаете как? Может быть, одно и то же лицо, я не знаю, блядь. Возвращается ко мне. Под разными именами. Они это помнят меня всю свою сознательную жизнь, а я же не помню их. У меня есть с кем общаться, есть с кем дружить. А они мои кости будут промывать, мыть, говорить, слагать легенды, извращать, переворачивать. Они не злые, они очень добрые. Это они будут делать от своей доброты душевной ко мне. Странные люди, странные. Что, больные, что ли? Со психикой какая-то проблема, видимо, полностью. Вообще. Ужас, ужас. Караул, ну что за люди, боже ты мой, каких только нету, а. Вот такая история. Ладно, пускай идет в пизду носом. Что хочет там склоняет, что хочет там говорит. Где хочет. У каждого своя дорога. Пускай думает о своем бумеранге, что хочет. Вот взяли моду, блядь, взяли моду. Идите, сходите, исповедуйтесь, почитайте молитву.
Успокойте свою душу грешную и отстаньте, отъебитесь от меня. Уж как-нибудь я перед Богом отвечу сама, без вас. А вы ответите сами, без меня. Сразу там становятся какие-то помощники богов, там, ну, все в этом роде такие, прям это. Я вот это все, вот это все, вот это потом, когда встречается, вот попадается очередная вот эта вот фигня какая-то, я начинаю думать, господи, ну, это недолго я думаю, это у человека что-то со психикой, потому что со здоровой психикой, ну, не будет приебываться ко мне. Жила бы в своей жизни, живи. Что доебалась? Как будто какие-то подружки с детства мы в одной песочнице играли. Дурдом. Ладно, товарищи, вот с вами поговорил. Думал, что записывать, что записывать. Вот сейчас, видите, сразу рассказала вам, короче, все подряд. Все ни о чем. Будем отдыхать. Не скучайте. Мы сегодня пораньше сейчас уложимся. Я сейчас киношку включу. 8 час до 9. И удрыхнемся мы под кино. Зайчка уже спит, что ли, моя? Моя твоя спит, что ли? Или что, не спит еще? Моя твоя. Ладно, любим, целуем. Зайчка, скажи пока девочкам. Ну, повернись ты лицом-то, Коль. Вот зайчка, он не думает никаких бумерангов, блядь. Ему никто ничего не пишет, девочки. Одна сегодня написала на ютубе. Ты, Коля, не обижай. Я ей просто ответила. Мы в своей семье сами разберемся. А тебя учили не совать нос, куда собака свой хуй не совала? Ничего не ответил, может, потом ответит. Ну зачем? Ну зачем сувать в чужую семью вообще свой нос, да? Обижать, не обижать, кто кого обижает. Зачем суете свой нос, блядь? Соблюдайте дистанцию, народ.